Редакция Алиф ТВ получила письмо, в котором утверждается, что уже на протяжении нескольких месяцев под предлогом строительства православного храма в Башкортостане активно уничтожается значимый исторический объект. Уникальный археологический памятник, датируемый V-X веком нашей эры, является свидетельством того, что город Уфа намного старше таких городов, как Казань, Москва и Новгород. Эти земли буквально усеяны древними артефактами. Здесь больше полувека назад были обнаружены останки древнего города-крепости, который отмечен в раннеевропейских картах под названием Паскерти. Уфимцы знают его как городище Уфа-2. Археологи до сих пор вынуждены бороться с застройщиками и властями, которые хотят построить на месте, где проводились раскопки, то гараж, то жилую высотку, то храм. Чтобы спасти хотя бы его часть, городище хотели сделать музеем под открытым небом. Однако эти попытки не увенчались успехом. Зато в 2019 году в южной части городища местные власти возложили камень, знаменуя начало строительства храма всех святых. А уже осенью 2022 года с территории квартала стали активно вывозить грунт. 17 июня 2023 года группа людей под руководством лидера движения «Патриоты Башкортостана» Сагита Исмагилова провела встречу у археологических раскопок древнего башкирского городища. Активисты обнаружили утвержденный властями паспорт объекта и были возмущены тем, что строительство одобрили, не посоветовавшись с местным населением. И согласовав с народом, с населением, с коренным населением Республики Башкортостан, власти начали строительные работы православного храма. Кроме того, на собрании была упомянута активистка Рамиля Саитова, которая подверглась аресту и обвинению в экстремизме за то, что вела съемку незаконного строительства храма. На тот момент объект был без всяких опознавательных знаков. У нас есть наша известная активистка Рамиля Хамитяновна Саитова. Аксарлак мы ее знаем. Вот она 11 мая этого года приходила, у нее хватило храбрости. Одна хрупкая женщина вроде как пришла, одна проводила видеосъемки с конкретными доказательствами о том, что внутри этого объекта началось строительство храма. За что, в принципе, мы предполагаем, что она и была арестована, потому что она задела больную мозоль каких-то странных представителей нашей власти. Вот сейчас вроде как ее представляют, как будто то ли она экстремистка, то ли террористка, то ли психбольная, то ли ее психбольницу что ли закрывает. Она нормальная, адекватная женщина. Мы Рамилю Хамитяновну знаем лично. Она прекрасный, вменяемый человек. Она просто своевременно подняла проблему, которую мы не оставим в покое. И одним словом, надо оставить в покое это место. И как требует того воля башкирского народа, пусть здесь построят музей, пусть проводит исследовательские работы, пусть докопаются до истины, потому что народу, коренному башкиртам, интересно знать свою историю. Археологи Башкортостана бьют тревогу и считают, что на территории городища не должно быть никаких застроек, ведь этот памятник фактически является одним из главных символов идентичности башкирского народа. Я не против строительства на территории за пределами самого городища. Пусть строят дома, строят эти дома, собственно говоря. Пусть только не трогают территорию городища. Но рядом с городищем не должно быть никаких ритуальных памятников, ритуальных зданий, таких как церковь, мечеть, датсан, все что угодно, синагога. Это национальные, это религиозные, ритуальные памятники. Не памятники, а здания, скажем так. Они предназначены для освещения этой территории определенным религиозным контекстом. Но это памятное место святое, я бы даже сказала, для башкирского народа. И унижать это место, нивелировать его значение постройкой рядом вот этих ритуальных зданий преступным, на мой взгляд. Кроме того, ознакомившись с паспортом объекта, активистами была замечена достаточно абсурдная деталь.
В качестве исполнителя работ в документе упоминается благотворительный фонд «Иман Башкортостан», который ранее занимался сбором средств на строительство мусульманских культовых сооружений. А вот возведение мечети Ар-Рахим, начатое еще в 2007 году, до сих пор не завершено и даже стало разрушаться. Так, в марте этого года обрушился один из 5 куполов. Однако ни власти, ни духовное управление не предприняло попыток решить данную проблему. Спасибо, дорогой зритель, что ты с нами и ценишь нашу работу. Команда Алиф ТВ каждый день старается для обретения довольства Аллаха в обоих мирах. Ты можешь поддержать нас, просматривая наш контент через VPN. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. 1 на миллион.